Привет всем! Добро пожаловать на мой канал! В предыдущих видео я вам рассказывала про новогодние идеи, новогоднее настроение. И вскользь упоминала о том, что Деду Морозу и вправду можно написать письмо. И неважно, взрослый вы или ребенок, это реально. Потому что у Деда Мороза в Великом Устюге есть своя почта. И сегодня я покажу, как я это делала, как я заказала себе письмо Дедушке Мороза. Вот, ребят, решила показать, как можно и написать Деду Морозу, и заказать у него подарочек или письмо, да хоть что. Есть такой сайт «Почта Деда Мороза». И он, конечно, он находится в Великом Устюге, и туда можно даже приехать. У них вот здесь много-много информации всякой. Вот поздравления Деда Мороза, награды Деда Мороза. Вообще много что. И книжки, сувениры, и все-все-все. Вот как же здорово, когда у кого, например, дети есть, можно заказать подарочки. И вот отправление Деда Мороза хотелось бы мне заказать. Сейчас посмотрим, как это будет происходить. Мгм. Вот, поздравление от Деда Мороза можно. Вот здесь можно выбрать формат письма, который Дед Мороз отправит. Смотрите, какая вообще радость у меня тут резко возникла. Кто помнит мультик «Дед Мороз и лето»? Это же оттуда Дедушка Мороз, какой он забавный. Ох, мне кажется, вот этот вообще будет потрясающий. Наверное, его закажу. Так, посмотреть поближе. О, письмо Деда Мороза. А еще здесь можно в каталоге выбрать какие-то интересные подарочки. Не сказала бы, что большой выбор, потому что вот, например, бандерольки всякие тоже можно посмотреть. Но в них вот как бы есть. Недорого, цены-то очень-очень даже демократичные. Но вот забавно, например, вот это. Ничего особенного. Я думаю, наверное, ребятам нужно побольше выбор сделать. Значит, что здесь? Какая-то штучка, наверное, это закладка. Это забавный Дед Мороз из мультика «Дед Мороз и лето». Это, видимо, брелочек какой-то. Или как даже больше это похоже на деревянную новогоднюю игрушку, как на моей елке. Еще елочная игрушка из фетра своими руками. Что-то для детей, чтобы своими ручками делали. Ну, здорово. О, книги можно. Путешествия по сказочной России. Всякие игрушки, мафия. Мешочки, подарочки своими руками. Так, что еще? Вот народные ремесла мне всегда были интересны. Какие именно вот в Устюге делают, что делают интересного. О, шкатулки красивые. Ну да, вот это забавно. Такую подвесочку лапти взять тоже забавно. Мне очень вот эта лошадка понравилась. Лошадка классная, ну красивая, такая интересная. Я когда была на блошином рынке в Москве, там много-много было похожих вот игрушек такого вот плана. Такого. И на самом деле было желание их приобрести, просто немножко не поняла, зачем они мне на данный момент. Ну вот у кого есть детки или просто для декора, очень хорошо смотрится. Шкатулки интересные. О, и игрушка, пожалуйста. Ну вот, классно. Вот если такие игрушки на новогоднюю елочку можно повесить, вот это здорово. Такие я люблю. Тем более, если они, например, деревянные. Ой, колокольчик, яблочко. Хорошее яблочко. О, вот здесь целый набор игрушек. Вот это классно, вот это мне очень нравится. Такие я люблю. Колокольчик деревянный. О, еще один комплект. Вот эти комплекты здоровские, мне прямо нравятся. Посылки от Деда Мороза. Ну вот тоже сборная такая соляночка. Посылки, значит, что там? Формочки для льда. Здорово. А вот эти вообще прямо, мне кажется, хорошие посылочки. Вот эти. То, что к чаю. И именно, Иван-чай, это прямо моя любовь. Те, кто любит прямо русское-русское все. Здорово, да. Ну-ка поближе посмотреть. Вот, например, эту посылку. Так. Угу. Свеча, вологодские хрустики. Так, что еще? Сладкий снежок, морковные дольки, леденички. Ну да, сладкоежкам такое подойдет в самый раз. Оплачиваю и жду из Великого Устюга подарочек из канцелярии Деда Мороза. Ура!
Как придет, ребята, я вам сразу обзор сделаю на канале. Мне очень интересно, что в итоге получится, что все-таки у меня выйдет. В общем, по цене вышла на 1500, я считаю, очень бюджетно. И да, это забавно, интересно и как-то волшебно и празднично, поэтому оформляю в заказ. И это кажется так здорово, что можно вот привнести в нашу жизнь такую маленькую сказку. Также, ребята, сразу прошу, поставьте, пожалуйста, лайк под моим видео, подпишитесь, если вы еще не подписаны, потому что для меня это важно, и ваши лайки, подписки и комментарии под моим видео, они продвигают мой канал, и я буду вам безмерно благодарна, если вы подпишетесь, поставите лайк, ну или вы скажите свои мысли в комментариях. Итак, ребят, я еще решила сделать одну штуку интересную. Я еще решила завести традицию на своем канале пить чай. Вообще, вот напишите, какие у вас традиции в вашей семье. Вот особенно новогодние. Всегда интересно, вот ведь в каждой семье есть своя традиция встречать Новый год или готовиться к Новому году. Обожаю гонять чаи, и для меня это прямо особый ритуал. Я люблю, чтобы чай был с приятным ароматом, конечно, безусловно, с великолепным вкусом. И мне тут просто стало интересно, а вот ведь у каждой семьи есть свои какие-то традиции, как встречать Новый год, как к Новому году подготавливаться. Кто-то всей семьей едет за покупкой. Ведь у каждого вот эти традиции разные. И вот напишите в комментариях, может быть, у вас какая-то есть особенная традиция вашей семьи. Потому что, например, я вспоминаю, как было это в моей семье, когда я была маленькая, мы всегда обязательно всей семьей наряжали елку. Вот каждый должен был повесить хотя бы по одной игрушке. Ну, конечно, потом мама уже в порядок все приводила, и елка, конечно, выглядела уже более лучше, чем мы бы ее все вместе там всяко разно наряжали. Но сам факт, что при этом присутствовала вся семья, каждый что-то наряжал, каждый хоть по игрушке, но повесил, каждый высказывал свое мнение, как туда или туда вышить, а в этом году будет у нас звезда или не будет. В общем, вот, например, для нашей семьи это было прям вот целая традиция, настоящий вот сказочный такой праздничный вечер, когда мы наряжали елку, когда папа приносил елку большую. Конечно, она была всегда до потолка. Я вообще очень благодарна своим родителям, что все наши праздники, они нам действительно дарили вот как праздник. Вообще все родители, я, конечно, подозреваю, что у всех такие же родители, и они все хотят сделать для своего малыша праздник, а если несколько детей, понятно, для всех, чтобы каждый радовался. Но вот мне кажется, Новый год это особенный праздник, Новый год или там в других странах, как Рождество, это все-таки что-то такое особенное, волшебное. И даже не просто как для детей, чтобы это было весело и классно, но и для взрослых. Ведь это как мы всегда заканчиваем год и всегда верим, что в новом году все будет лучше, что у нас есть планы. Там кто-то строит планы, кто-то пишет записки, кто-то просто расписывает весь год там по шагам. Но все равно мы мечтаем. И мечта у всех разная, у взрослых или у детей это все равно мечта. Кто-то, может быть, думает, что у него есть план, а кто-то просто облачно так далеко еще задумал, а кто-то совсем уже знает, как у него будет проходить январь-февраль и далее там, да. Но это все равно мечты, и это все равно теплота в душе. Ведь традиции не обязательно должны быть в семье. Традиции можно и зародить уже. Как, например, если вы молодая семья, например, или даже если вы еще не семья, если вы вот просто там одинокий человек, но все равно можете уже формировать свою маленькую традицию. Допустим, у меня вот, например, уже несколько лет, наверное, лет 5, для меня большая радость это на день рождения куда-то уехать в другую страну. Неважно, будет это теплое или холодное. Главное сменить обстановку. И для меня вот день рождения это какой-то особенный праздник. Но Новый год это еще более особенный день, потому что это знамение чего-то нового, что заканчивается все старое и можно начать все с чистого листа. Новый год всегда тоже хочется провести, если и дома, то в кругу семьи, а если не в семье, то так, чтобы он действительно запомнился, или он был классный, веселый, здоровский там, или также со сменой обстановки, чтобы как-то воспоминания об этом были прям теплые, душевные. Мне, например, нравится на Новый год всегда делать семейную фотографию,
Потому что, мне кажется, вот это запечатление, не просто там вы сели, сфоткались, а вот как-то запечатлеть тот счастливый момент, когда вы всей семьей. Ведь когда-то потом, вот, например, если большая семья, да, когда-то там подрастают дети, уезжают, кто-то переезжает, кто-то потом приводит в семью еще одного человека, там, женится, да, и так далее. У кого-то рождаются дети. И так интересно смотреть фотографии. Вот папа, вот мама, были маленькие, потом вот они со своими семьями, потом смотришь на фотографии, когда уже они семья, потом смотришь на фотку, ты маленький, тебя держит там, ты такой смешной и забавный. Потом появляются твои там братья, сестры, и каждый раз, с каждым годом фотографии все какие-то интереснее, а спустя много лет, уже там 10, 15, 20, в такого плана фотографии смотреть еще более тепло, потому что и приятно, потому что они хранят вот эти вот счастливые моменты в вашей жизни, и не просто моменты, а именно семейные. Вот то, что я считаю в жизни самое главное, это когда у тебя есть семья. И вот уже в преддверии Нового года я решила вам подсказать несколько идей по формированию традиций. Неважно, вы сейчас один, или у вас уже есть маленькая семья, или у вас уже есть большая семья, и вы, например, хотите, чтобы в вашей семье была традиция, вот я вам как раз сейчас парочку идей таких и подам. Вот одна хорошая идея, на мой взгляд, это начать собирать свою коллекцию игрушек. Можно каждый год покупать какого-то определенного типа игрушки, например, стеклянные, как любит моя подруга, или, например, чтобы они что-то символизировали. Интересно, когда игрушки символизируют либо, например, Новый год, либо вашу семью. Ведь интересно собрать, к примеру, игрушку маму, папу, там, братика, сестренку, или там несколько братиков, сестренок, и, например, собаку, кошку. Всех можно, соответственно, развесить на елку. И представляете, как это будет мило. У вас будет традиция, во-первых, а во-вторых, это будет вдвойне приятно смотреть такие игрушки, хранить эти игрушки, может быть, в какой-то момент достать, посмотреть эти игрушки, или через там 20-30 лет достать коробку с этими игрушками, вспомнить, какая была ваша семья, вот, собственно, там в игрушках полный состав, это же так интересно, мило, мне кажется, это очень хорошая идея. И также, когда, например, ваши дети подрастут, у них будет уже какая-то своя игрушка, которая будет символизировать их. Возможно, они возьмут ее в свою семью и будут там продолжать эту традицию, собирать игрушки именно уже своей семьи. Еще хорошая идея, когда у вас есть дети, не забудьте напоминать им о визите Деда Мороза. То есть это можно как раз в определенном месте вашей квартиры или дома посыпать мукой, место, где как будто бы заходил Дед Мороз, и обязательно там следы оставить. Пусть это будет добрая традиция, что как напоминание о Деду Мороза, что он заходил, он приносил тебе подарки. Это так здорово. Ведь малыш проснется с утра, или детки ваши проснутся с утра и сразу будут знать, был Дед Мороз, побегут сразу игрушки смотреть под елку. Вот по поводу фото, кстати. Не забывайте все фотографироваться возле елки. Также будет интересно смотреть вот эти фотографии, какие елки были разные, как они наряжались у вас по-разному, какие вы были забавные рядом с этой елкой. И опять же напомнит о количестве членов вашей семьи, о том, кто был с вами в тот момент. Также мне кажется, что взрослым, что детям будет классно сделать именно какое-то елочное украшение своими руками. Неважно, это будет на елку или как я тут елку наряжала, можете посмотреть в предыдущих видео. Или, например, может быть, декор какой-то вы делали, и когда это делается своими руками, мне кажется, это очень дорого и именно к душе, и приятно смотреть на это. Также есть идея, вот, к примеру, завести какой-то свой рецепт приготовления новогоднего блюда. Пусть это будет печенье, или, может быть, вы вкусно готовите индейку, или еще какое-то интересное блюдо, может, вы торт классно печете. И пусть этот торт будет выпекаться только на Новый год, и пусть это печенье такое будет готовиться только на Новый год, чтобы ваша семья считала это, когда это такая традиция в нашей семье, там делать, например, ванильное печенье только на Новый год. Например, когда ваши дети вырастут, они будут вспоминать, что мама всегда пекла ванильное печенье на Новый год, это было здорово. Или потом будут, когда взрослые уже вспоминать, что
Господи, этот аромат печенья, он напоминает мне детство, потому что мама пекла эти печенья, ну, к примеру. Или, например, потрясающе готовите какую-нибудь действительно индейку. Может быть, этот аромат потом вашим детям будет вспоминаться как что-то такое особенное, домашнее. Маму будут вспоминать, потому что этот аромат будет напоминать о чем-то теплом, приятном, семейном, именно о традиции. А еще, знаете, я считаю, что была бы неплохая идея это делать подарки дому. Вот друг другу подарки дарить, это классно, здорово. Это теплая традиция делать подарки дому, как благодарность этому месту, которое вас всех вместе собирает на Новый год. За эту замечательную атмосферу уюта, спокойствия, тепла. Поэтому, мне кажется, подарить подарок дому — это хорошая идея. Такую, как, например, знаете, новую ключницу, скатерть или картину в дом. Это будет как благодарность жилищу за то, что вы проводите время в нем с самыми дорогими вам людьми. Также, вот, на мой взгляд, есть супер классная традиция, это 1 января проводить, ну, очень активно. У меня, например, она уже который год всегда срабатывает на ура, потому что 1 января мы всегда с друзьями, с кем бы я ни отмечала, и мы всегда собираемся, едем куда-то, чем-то занимаемся, где-то гуляем, может, катаемся на лыжах, на горке, проводим очень активно 1 января, и от этого, знаете, вспоминаешь праздник, Новый год, как что-то особенное, и всегда остаются, конечно, теплые воспоминания, фотки классные остаются, друзья новые, скорее всего, появляются, и со старыми у тебя еще лучше отношения. В общем, 1 января, мне кажется, самый раз нужно проводить очень активно. Просто если, например, еще зима выдалась заснеженная, ну это вообще счастье, это действительно там просто уезжать на турбазу, лыжи, горки, ватрушки, все что угодно, просто снежки, то здорово. Я считаю, это вот классно, когда ваш новогодний отдых, он запоминает смехом, снежками, подарками, положительными эмоциями, какими-то приятными встречами. А еще хорошая идея — новогодний карнавал. В общем, может быть, она, конечно, звучит так сложно, но вот, например, у моей тети подружки очень веселые. И я вот всегда, когда вот с ними Новый год отмечала, мне всегда запоминалось, какие они классные. У них всегда какие-то шутки, какие-то выступления, всегда какие-то костюмы, сценки забавные, смешные загадки всегда. И вот праздник получается, вечер очень веселый, классный, все смеются, всех всегда какие-то у них там лотереи, всегда какие-то мелкие презенты. Вообще так здорово, и получается действительно атмосфера праздника вообще просто на ура проходит. Еще на самом деле дочь Петра I Елизавета любила всякие веселья, танцы там всякие. Вот она решила как раз ввести такую традицию — бал-маскарад в новогоднюю ночь. Потому что такая маленькая история, как раз на всем протяжении праздничных дней Елизавета I приняла решение о проведении бала-маскарада. Все наряжались в разные костюмы, она тоже не исключение была, она тоже одевалась в разные костюмы, и чем считался как красивее, эффектнее костюм, тем больше уважения этому гостю. Это, кстати, было обязательное требование. И вот Елизавета I, она очень любила наряжаться именно в мужские костюмы, чтобы ее, наверное, никто не узнал. Так что, думаю, в нашей стране эта традиция прижилась у всех. Все новогодние праздники как-то в таком веселом карнавальном моменте как раз и отмечать. Самое главное, я думаю, традиция — это подарки дарить. Мне кажется, подарки дарить — это вообще самый лучший вообще момент любого праздника, особенно Нового года. Мне кажется, на Новый год должны дарить самые изысканные подарки, самые дорогие, самые классные, которые будут помниться всегда. Потому что подарок, особенно если он относительно неожиданный или подаренный от души и действительно долгожданный, мне кажется, он вообще сразу в ранг становится особенных подарков. А еще, мне кажется, классная традиция — это салют. Вот без него вообще ни один Новый год не обходится. Смотришь, и я понимаю, что это как бы финансово затратно в некоторых случаях, в некоторых вроде бы и не очень. Но мне кажется, это так здорово. Это как раз создает атмосферу праздника, волшебства какого-то, веселья безудержного. Это, на мой взгляд, как нельзя, кстати, подчеркивает новогоднее настроение. О, еще одна традиция есть, это бой курантов. Под бой курантов кто что только не делает. Потому что, мне кажется, самые заветные желания — это как раз под бой курантов и в Новый год. Все загадывают, потому что
Другого как будто способа у нас нет загадать. Но вот под Новый год, под бой курантов, это вообще самый лучший вариант. Точно сбудется. Ну, вот такие были мои идеи вам под Новый год создать свои традиции. Как вы отмечаете Новый год? Есть ли у вас семейная традиция или нет? А если есть, расскажите, какая в вашей семье традиция. То я буду допивать свой чай. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Увидимся совсем скоро. Пока!